Всем привет! Сегодня мы идем на представление ОСК Ниппон Кагекиден в театр Киото Минамидза. И решили переодеться немножко вот в такое мужское кимоно. Для нас это эксперимент. Сегодня впервые. В прошлый раз, первый раз на это выступление мы ходили тоже в зеленом кимоно и красном женских. А в этот раз решили выбрать мужские кимоно, тоже зеленые и красные. И потом сравнить, в каком образе нам будет более комфортно. И вообще, как это будет считываться людьми вокруг нас. Предвкушаем уже начало шоу. Там две части. Первая часть — это Ромео и Джульетта. Вторая часть — это Ревю филинфонии. Там много очень таких новых, интересных номеров с новой хореографией. Поэтому сегодня снова будем наслаждаться. В общем, надеемся, что шоу нам понравится. Я еще кое-что хотела добавить к предыдущей своей речи. Мужские кимоно нам предложили надеть именно японки в рентал-шопе. Они посмотрели на наш рост, посмотрели на нас и сказали: а давайте попробуем мужские кимоно. Поэтому, по факту, получается, это по большей части их задумка. Они нам помогали очень выбирать это все, помогали надевать. Ну и придали нам еще такой смелости, надо сказать, чтобы в них выйти в город. Ну все, мы вышли уже на главную улицу, да, которая ведет к театру Минамидза. И сейчас дорога. мы отправляемся в театр. И до встречи уже в театре. Встретимся там с вами. Пойдем с нами, пойдем с нами. Да-да-да, прогуляемся по Гиону. Стоим на светофоре. Да. Кстати говоря, у нас был уже такой опыт переодевания где-то года 3,5 назад, когда мы первый раз приехали в Японию. Но тогда это как-то было очень сумбурно, потому что мы не выбирали особо рентал-шоп, в котором переодеться. Я, кстати, тогда тоже была в зеленом. А я, кстати говоря, была в фиолетовом. То есть Да. те же практически оттенки выбрали на самом деле, только у тебя такой поярче. У меня был такой, да, салатовый. А у меня был такой прям темно-фиолетовый, яркий. Вот. Так что тот опыт как-то был такой немножко смазанный, а вот в этот раз прям основательно, так сказать, подошли. Очень приятно, что нам предложили именно сами японки это сделать в качестве эксперимента. Ну, то есть им тоже было, видимо, интересно, Да. как бы что-то такое интересное сделать. Плюс, как вы видите, это не совсем традиционное надевание. Конечно, мы дополнили европейскими аксессуарами, чтобы было немножко поинтереснее. В Киото достаточно жарко, очень тепло, немного влажная погода. Вот, поэтому мы решили, что и так тоже будет хорошо. Зеленый, пойдем. Сегодня Ну что, вот мы подошли к театру Минамидза, он за нами, вы можете посмотреть. Такой красивый, замечательный театр в традиционном японском стиле, с позолотой, с красивыми очень такими арочками, шикарными. И сейчас мы отправимся внутрь, забирать наши билеты, и потом пойдем на представление. Да. Покажем вам попозже театр изнутри. Да. Получили билетики. Да, вот Сейчас такие пойдем на шоу. красивые. Да, это вот такие фирменные билеты от Сутько. Вот, сейчас пойдем на шоу, вот сзади нас постер. Кстати, в этом году сделали еще постер на английский язык. Вот. Да, для тех, кто хочет что-то узнать про театр, Да. но не владеет японским. Да.
для иностранцев, которые, они даже могут прийти на вторую часть шоу, на самом деле не обязательно, даже к первой части, если кто-то не успевает. Вот, так что сейчас пойдем на шоу, да? Давайте вместе с нами заходить в театр. Да, пойдемте. Да. Включение после первого акта. Да, он только что закончился. Только что закончился первый акт. Это был Ромео и Джульетта, но немножко в таком японском переложении. И, ну, нам понравилось. Да, Да, сегодня мне очень хорошо играли. Прям Да, сегодня очень вообще хорошо играют и поют. Очень вообще понравилось, просто отлично здорово. играют, поют. Я прям даже очень впечатлилась, как бы под конец, когда Ромео помирал. В первый раз было не совсем понятно, как костюмы, почему там японская вот эта тематика, точнее, китайско-японская. Да, да, да. Вот, но со второго раза она как-то уже, не знаю, улеглась, наверное, что ли, может быть, стала привычнее. Вот, поэтому, да. Очень понравилось, всё Очень было здорово, отлично. да. Вот, прям заглавная песня, которую они там поют, у меня до сих пор в голове крутится. Прям мурашки. Очень Да. нравится, как сегодня Вот, хор супер, вместе супер. работают, как все вместе работают, да, во Да, время да, да. пения. Вот. Итак, мы хотели немножко вам представить на афише. Давайте посмотрим вообще актеров, актрис, Да, кто играет, есть. да. А такая Кумусумия. Ромео у нас сыграет Цубаса Казуки. Вот, она прям топ-стар, да. Топ-стар. Вот, дальше у нее Джульетта, это Чисакеми. Вот, она играет Джульетту, она тоже топ-стар. Вот они вдвоем топ-стар. Вот. Дальше у нас идет Ханазаки Со. Да. Вот, можно посмотреть Да. ближе. Кирио Асая, она выходит только во втором акте. Вот, в первом акте она не играет. Вместе с Кирио Асая я бы, наверное, сразу назвала Сакура Гасака. Вот, они самые уважаемые актрисы в труппе. Сакура Гасака, кстати, играет в первом акте. Да, она выходит. Вот. Дальше у нас идет Кизуки Рей, да, Мусумияку. Такая молодая, красивая. Да, красивая Мусумияку, очень такая у нее интересная внешность. Дальше Амаки Лео. Вот, и вместе с ней Цубаки Рио, вот они играют Меркуцио и Тибальта, да, в этой постановке. Очень, кстати, удачное сочетание, как мне кажется, вообще прям отличное. Вот. Дальше Тодо Юто, вот. Она в этой постановке играет Лоренцо. Да, Лоренцо. Дальше Чию, она играет Париса в этой постановке. Вот, ну, немножко такая роль получилась, как Парис, смешанная чуть-чуть с мэром города. Как Да, будто бы. Да. Вот. Дальше у нас идут две Мусумияку, да, они достаточно молодые, Йоширо Арису и Ханена Май. Вот. Вот. Вообще постер такой замечательный, в очень приятных тонах. Да, сделали в этом году очень интересную вот эту штучку насчет постера. Они сделали новый вот такой чуть-чуть шрифт взяли. В этом году Харуно Ода исполняется 100 лет. Вот, поэтому шрифт, который вот здесь взяли, они взяли из афиши, который уже 100 лет, да, из самого первого Харуно Ода, которое вообще было проведено в Осаке. В Осаке, не в Киото, кстати, да. Вот. Ну, в общем, вот афишка. У нас тут такая, она немножко в ретро-стиле, да, в этом году так сделана. Приятные очень цвета. Но очень симпатично. Сразу ощущение лета. Вот, я вам всех представила. Так что мы сейчас пойдем наслаждаться второй частью. Да. И Но до перед этим встречи чуть-чуть после второй погуляем. части. Да, Да, до встречи немножко после погуляем. второй части. Да, у нас сейчас антракт.
привет! Это мы после второй части. Да, мы вышли, немножечко потемнело, потому что сделали навес. Да, вот Над в Киото начался очень сильный дождь. Итак, вторая часть закончилась, Алифони. И очень было интересно, кстати, в этом году сочетание очень необычное, очень не по-ОСК-евски. Сочетание номеров, очень много контемпорари было, как я поняла, какой-то вок был, такие танцы в тишине были, в общем, просто очень много интересных хореографий, на самом деле. Ну, это как бы, конечно, все на любителя номера, на самом деле, потому что один был типично такой ревью номер, короче, это номер с Индии. Да, были contemporary dance, были что-то адаптированный вок, типа, но под японское. Вот, было сделано. Такие просто stage dance, да, типа эстрадные танцы. То есть как будто, ну, набор много-много-много разных номеров, они вот связаны вот этой темой Silent Pony. И, ну, вообще было интересно, на самом деле. Мне очень понравилась, кстати, музыка в этом году. Музыка была достаточно такая драматичная, я бы сказала, не совсем ревюшная. Да. Не в привычном смысле. Да. Очень много было достаточно сильных каких-то песен. Сильных именно сильных по музыке. Да, интересная была музыка, но немножко такой, типа, creepy вайб слегка был на Да, некоторых драматичный. номерах. Знаете, как такое сиреневый с зеленым, вот это вот диснеевские ощущения злодея, да, такое. Ну вот интересно было, кстати, мне понравились декорации очень в этом году, особенно на индийском номере, да, они были очень такие ревью прям стайл. Да, потом на испанском номере тоже был такой красивый, очень была декорация, большой Ви. И вообще, ну, как бы декорации в этом году вообще, да, отличные. Вот. Девочки танцуют прекрасно, вообще, все молодцы, все прекрасно танцуют. Вот. Мы сейчас ходили на шоу в 11 часов, сейчас следующее еще будет в 15:30. Дневное. Да, и спектакль идет почти 10 дней. Этот здесь в Киото, ну, можете представлять, нагрузка. Да, очень серьезная, каждый день по 2 раза. Поэтому мы их, так сказать, оэншимас. Да, мы их поддерживаем, вот, и, в общем, большие молодцы, все большие молодцы. Спасибо постановщикам. Да, большое спасибо постановщикам и большое спасибо всем, кто, в принципе, это шоу делал. В этом году, кстати, еще вот интересный был момент. Было очень много ощущений немножко таких 30-х годов прошлого века от танцев, особенно от танца во фраках. Было чувство, что это вот как-то номера пересекаются с номерами, которые очень часто ставили в 30-е годы. Да, но мой любимый номер это индийский. Да, мне мой очень тоже, нравится, что вообще. все выходят в зал, что все как бы танцуют со зрителями, какая-то есть коммуникация. Энергия. В общем, это очень классно. И я вообще такая просто посмотрела, ну, так как для японцев индийские танцы это что-то вообще... Так как для японцев это индийские танцы, это что-то немного, ну, как бы сложное достаточно, да, как мне кажется. Вот, но многие актрисы справились вообще. Я просто сидела и такая, а почему вы не говорили раньше, чтобы уметь индийские танцы танцевать? Вообще было ощущение такого индийского фильма. Да. Ну, с юмором, ну, классно, да. Я бы еще чуть-чуть, может быть, добавила так, чуть-чуть маскулинности именно в мужские танцы и женственности в женские. Вот, но вообще в целом очень на любителя. Прям очень прекрасно, да, на самом деле это чисто вот мое предпочтение. Вот, но так было очень прям красиво. Да, вот отлично. Это наше впечатление после шоу. Мы посмотрели 2 части. Вот. Ну что, еще раз афишка. Да. Пока. И мы сейчас отправимся покушать. Да? На этом наш сегодняшний прекрасный театральный день будет закончен. Да? Присоединяйтесь к нам, если вы в Киото или в Осаке. Давайте ходить в театр вместе. Да, можете написать нам, кстати говоря, в сообщении. Да, и оставляйте комментарии, пожалуйста. Мы будем очень рады слышать ваше мнение, ваши впечатления. И на этом давайте закончим. Да? С вами были Асака Систер. Были Асака Систер. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока.